Реально, наша лодка, щуки, это вот в этой зоне находится. Вот здесь вот. И протягивай вперед, 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 вот так, да? У нас первый день ловли без паноптикса, поэтому нам вот эти 3 экрана не понадобятся. Собственно, сейчас мы их демонтируем. Основной наш прибор мы демонтируем и убираем в автомобиль. Его даже с собой сегодня в лодку не возьмем. По правилам игры мы демонтировали паноптиксы. У нас стоят ротаторы даже без палок. Мы должны снимать все приборы системой Garmin Panoptix. Изымаем из лодки, чтобы не было повадно, так сказать, даже подумать об этом. Я здесь. Тебе мешаю? Она прям херово взялась. Сразу же проблемы, мы остались без датчика. Поехали. Есть? Есть, пацак! Есть! Есть! Мне еще ловить надо. Я сейчас руки сорву, кто ловить будет? Добро пожаловать на 3-й сезон Hotspot Pike. 5 команд, трофейные щуки, 2 водоема и никаких лайфсонаров в первый день. Прошлый сезон принес много споров на этот счет, ведь участники могли искать рыбу с помощью технологии сканирования в реальном времени. В этом сезоне такой возможности не будет. Как будут действовать команды и какую предпочтут тактику? Ответы мы узнаем совсем скоро, а пока напомню правила турнира. Команды соревнуются 2 дня на 2 разных водоемах и борются за баллы в 3 номинациях. Самая крупная рыба, сумма длин 5 наиболее крупных экземпляров и общее количество пойманных зубастых. Команда с лучшим результатом в номинации получает 3 балла, следующая за ней 2, а третья команда 1 балл. Таким образом, абсолютный максимум за день для одной команды 9 баллов. Партнеры турнира: Рыбомания – лучшие снасти для ловли хищной рыбы. Fishing Studio и Team Mida – уникальный рыболовный контент на YouTube, Рутюб и ВК-видео каждую неделю. Рыбанутые РФ – рыболовное тюнинг-ателье от установки оборудования до полной кастомизации вашей лодки. Антон Фишерман – крупные рыбы и приманки, философия его рыболовной жизни. Приветствуем рыбоманию, действующих чемпионов Hotspot Pike. Именно Андрей с Алексеем выиграли прошлый сезон. Вот. Ух ты! Андрюха, смотри, что, нас снимают. Что-то надо говорить, да? Привет, друзья. Привет. Да. Это Андрей Петерцов, я Алексей Никишин. Приветствуем вас прекрасным осенним ранним утром. Мы собрались немножко рыбки половить. Да, Андрюх? Да. Еще темно, но для осени это характерно. Пока сядем в лодку, расцветет. Ну что, пошли собираться? Ребят, мы приветствуем вас в 3-м сезоне Hotspot Pike. Это у нас Волгоградское водохранилище. Перед вами команда Рыбомания, бессменный капитан Андрей Петерцов и юнга Алексей Никишин. Ну ладно, ты что-то как-то с утра поставил. Ну, и точки расставил. Разграничил, да. Мы хотели сказать о том, что у нас первый день ловли без паноптикса, поэтому нам вот эти 3 экрана не понадобятся. Собственно, сейчас мы их демонтируем. И кто только это придумал. Лодки-то я всегда видел, наоборот, напичкают телевизорами, все вот это больше. А мы сейчас такие, нам это не надо. Ну, попробуем. Попробуем. Теперь я не снесу эти экраны, да, когда буду бежать за подсаком. Да, при улаживании берша. Мы начинаем. Всем привет. Привет.
Василий Сазанов Александр Котов. и команда Max Fishing. Сейчас мы на 3-м сезоне Hotspot Pike на домашнем водоеме. Да, мы находимся в Самарской области, село Малая Большая Рязань, любимое наше Саратовское водохранилище. Ну да, и мы здесь покатаемся, порыбачим. У нас на тренировке, к сожалению, времени было мало, денечек. Поэтому мы сегодня в беглом таком темпе проскочим по самым любимым местам и попробуем поймать зубастых. Ну да. Клыкастых мы половим в другом турнире. Мы половили, посмотрите, кстати, это видео. Мы прокатились по стране, бегло порыбачили в разных частях. Там, за Уралом, в Ленинградской области, Волгоградское водохранилище и так далее, там и тому подобное. И все равно Выбрали нашу родную домашнюю воду. Как говорится, в гостях хорошо, а дома лучше. И важный момент, этот выпуск будет без паноптикса. И мы пришли к тому мнению, что половить без паноптикса мы, наверное, сможем только на нашем родном Саратовском водохранилище. да, ну чтобы быть спокойными, да. На тех местах, которые мы знаем, где можно ничего не светить. Все уже давно в голове, мы в каждое из этих мест заезжали, кидали, смотрели, то есть там условно на ту сосну, на ту березу, за спиной солнце, тудой кидаем вилою. Скажем проще, по старинке. Да. Увидел дерево, вот тудой. Причем, да, секрет-то еще какой. Секрет У нас- какой? Мы не только по бигбейтам будем, а еще сегодня и поролончик покидаем, и маленькие приманочки, 2 оборота пауза, там какая-то равномерочка, несмотря в прибор. Да, и даже больше скажу, возможно, еще и на якоре постоим. Как обещали, основной наш прибор мы демонтируем и убираем в автомобиле. Его даже с собой сегодня в лодку не возьмем. Но в целом можно взять молоток, хотя нет, во второй день он пригодится. А, точно. Давай уберем аккуратненько, да, и Погнали. погнали. Убираем паноптикс, берем приманки, горячий чаек и погнали ловить. Да, погодка нас встретила. Наши главные путешественники. Роста FPS Bolt. По машинам! Поехали! Прям по первому снежку идем. Привет, уважаемым телезрителям и гостям нашего телешоу. Мы Команда FPS Bot с Роста. Hotspot Pike. Мы снова пересекли границу Азии, находимся немного в Сибири. Или много в Сибири. Планируем сегодня немного порыбачить. Меня зовут Антон Радковский, Я Сергей Ковачков. и мы планируем сегодня работать по крупной щуке. Наша тактика – максимальное количество забросов, минимальное количество ненужных действий. Только таким способом мы сможем что-то поймать, потому что рыба очень неактивная. Вчера по правилам игры мы демонтировали паноптиксы. У нас стоят ротаторы даже без палок, поэтому сегодня будет only джиг. Джиговая рыбалка. Видите, вот этот огромный заряженный катер. Знаете, где он был собран? Он был собран у меня в сервисе FPS Bots, профессиональном тюнинге катеров. А знаете, почему мы до сих пор катаемся на этом катере и его до сих пор у нас не украли? Потому что компания Роста занимается комплексным подходом к безопасности бизнеса и физических лиц. Кто без нас? Поприветствуем и наших новичков. Лука Митрич, Тубити. Так, мы заправились? Заправились, вчера все Вы зарядились? Зарядились, приманки все готовы. Нормально все будет. Вроде обещали дождь сегодня. Погодка Солнышко шепчет, светит. да? Красота. Итак, друзья, в связи с новыми правилами Hotspot 3-го сезона, в первый день мы должны снимать все приборы, которые могут быть соединенными с системой Garmin Panoptix. Вот, поэтому, собственно, мой напарник Дима занимается этим. Хочу И сказать, придется- также и Лоренс, у кого есть Active Target, но у нас Да. Panoptix, поэтому У мы нас снимаем только Гармины. Лоренс у нас остается. Первый. Первый готов. И еще у нас остался дублер, который нам, естественно, не нужен, поскольку основных датчиков у нас нету. Мы команда Лука Митрич-Ро, Дмитрий Рукавишников. И Лоран Олекна. To BT в переводе To Be Together. Это новый российский бренд
по пошиву одежды для рыбалки, яхтинга, премиум качества. Работает огромное количество людей, чтобы было самая качественная и самая классная одежда. Мы будем выступать первый день на Чебоксарском водохранилище. Первый день у нас без паноптикса, поэтому будем использовать приманки классические. А для Чебоксарки классическая приманка — это, конечно же, черный поролон. Еще был бы хорошо 95-й размер, но у нас его не оказалось, но я думаю, что 25-й тоже подойдет вполне. Лукаметрич.ру — это семейный магазин Луки Дмитриевича, что, собственно, отражено в названии, и Дмитрия. Философия нашего магазина заключается в том, что весь представленный товар, он исключительно тот, чем мы пользуемся сами и пользуются наши друзья. Именно это позволяет нам быть уверенными, что приманки у нас точно рабочие, шнуры точно прочные, а снасти точно надежные. Мы за последние дни на тренировках выбрали для себя самые подходящие локации для ловли без системы Panoptix. Поэтому посмотрим, что с этого получится. По приманкам про черный поролон мы немного слукавили. Конечно, мы будем использовать не только его, мы будем использовать, наверное, вторую классическую приманку для Чебоксарского водохранилища. Это джерки. Джерками я ловлю не часто. Вот у Лорана палочка, она подходит, в принципе, под все. И под джерки, и под джиг. Это Slash Monster от компании Herty Rice 801 с тестом 100-250. Чем мне нравится это удилище, что очень мощный хребет, середина и достаточно нежная вершинка. То есть можно под агрессивные приманки, как я люблю рыбачить, можно и дергать, а вершинка прямо помогает при поклевке, вот прям чувствовать самые нежные контакты с рыбой. А у меня для этого случая есть специально пятичастный тревел для джерков до 500 грамм. Главное его надежно собрать. Даже непонятно, что это ненормальная палка джерковая. И будем использовать с ней вот такую силовую катушечку с передаткой, по-моему, 4,8 здесь передатка. Есть у нас вот такой талисман. Это воблер с записанным звуком кормящегося окуня. Вот здесь вот есть два контакта, которые при замыкании издают звук. Вот такой звук. Щука здесь активно кормится окунем. Верим, что сработает. Один из участников следующей команды уже становился победителем нашего шоу-турнира. Друзья, всем привет! Вот наступил день, когда стартует Hotspot Pike 3-й сезон. Мы находимся в Казани, на моей родной воде. Ко мне приехал в гости Макс Арестов, и мы составляем команду FHM Виноград Фишинг. Виноград Фишинг. В этом сезоне у нас происходит ловля без использования живых сонаров. То есть мониторы для датчиков Active Target и Garmin мы изымаем из лодки, чтобы не было повадно, так сказать, даже подумать об этом. Поэтому деинсталируем их. Да, ловим на ощупь до характерного стука. Живые сонары мы сняли, головы для них, использовать их не будет возможности, но мы решили использовать в этом сезоне, именно в первых частях, когда нельзя ловить живыми сонарами, круговой сканер от Humminbird. Это такой же структур-сканер, как мы привыкли использовать обычно, только у него круглый датчик, и он сканирует по периметру, по кругу, рисует кружочек. Вот такой датчик, вещь крайне нераспространенная. Особенно в эпоху сейчас всяких там лайфскопов, сонаров живых. Конечно, немножко он подутратил свою актуальность, но тем не менее. Я очень рассчитываю, что сегодня в нескольких районах он нам очень поможет, да, Стас? Ну, на мягком дне он более-менее что-то там показывает рыбу. Приманку, естественно, у него не видно. Я не думаю, что это даст нам сильное преимущество, но тем не менее, можно, почему бы и да. Да, попробуем использовать. Я надеюсь, что какое-то небольшое преимущество все-таки это нам даст относительно простой ловли со структурником. По сути, тот же структурник, только такой круговой, 360 Imaging от Humminbird. Управляющая голова у меня сзади, которая включает блок для живого сонара. Мы ее сняли, соответственно, включаться он физически не будет. Но, тем не менее, на всякий случай одену чехол на датчик, чтобы не было доп. Вопросов. Хочу приманочку собрать. Нет бы пособираться с вечера. Максимка, как обычно, вспоминает, что надо поставить еще вот такую приманочку собрать, чтобы была. Быстрые сборы приманки, чуть дольше, чем планировали. Что у нас? Мыши, бульдоги, трикетейлы. Я выложил джерки. Фанки Граб, джерки выложил, да. Фанки Граб. Ну и, соответственно, возможно, платвичку от Вести надо взять. Мы выступаем от имени компании FHM и Виноград Фишинг. Компания FHM выпускает первоклассную одежду, которая подходит на все случаи жизни. Не только для рыбалки, но и для повседневной области.
Ну а Виноград Фишинг, всем известная компания, которая занимается реализацией электроники для рыбалки, самой разнообразной и которая позволяет действительно получать максимум удовольствия от этого процесса. Да, мы сегодня, конечно, лишены всех прелестей использования рыбопоисковой электроники, но, я думаю, это не станет нам преградой. Но, тем не менее, вы всегда можете обратиться в компанию Виноград Фишинг и приобрести себе самые топовые приборы. В дополнение к структурникам обычным будем использовать сканер, но 360 Imaging от компании Humminbird. Это уже, знаешь, скажем так, позабытая некая история, но в некоторых местах, где мы сегодня будем рыбачить, я уверен, нам это поможет, по крайней мере, увидеть рыбок, и не то чтобы их поймать, а дополнительно их разглядеть. Конечно, не в режиме реального времени, в режиме именно картинки, но, тем не менее, скажем так, это может быть подспорьем. Посмотрим. Сейчас уже поздняя осень, щука заходит, собирается на зимовку, и мы планируем ее как раз в этих затончиках-то и накрывать. Там, как правило, мягкий грунт, рыбку будет видно, я надеюсь, хорошо, и на дне, а потом мы в лодке. Ну, не только затончики, я думаю, да, всякие и разбавим, конечно. русловые истории, всякие там места с течением, в надежде на поимку крупной щуки не только в заливчиках, но и на основной воде. Да, конечно, русловая щука, длинная, что самое важное, Она сейчас, правда, толстая такая уже, но... Не, на течении-то она такая еще нормально, в форме себя держит. Это точно. Мы погнали на рыбалку. Да, болейте за нас, переживайте за нас, держите за нас кулаки. Но мы будем там дергать, крутить, вертеть, там, подсачивать, отцеплять. Да, заливаться перекисью, вот это вот все, надеюсь, я будет. Ну что, Андрюх, мы засекаем время, у нас 7:40. 7:40 стартуем, это первый эпизод. И время пошло. Погнали. Давай, песчание уже состоялось, за руль, пошли. На часах 8:30. У нас есть 8 часов на ловлю. Вау! Поехали. Нам, думаю, должно хватить Я этого думаю, времени. нам не то, что должно хватить этого времени, а мы, возможно, даже закончим пораньше, потому что, ну, как нам кажется, и когда мы ловили, вот сейчас осенью на нашем родном водохранилище щука клюет, наверное, максимум часов до 5-6, наверное, даже до 5. Да, но у нас вот как раз до 5 тур. Там будем смотреть по ситуации. Ну, в любом случае, будем махать до последнего, потому что пока приманка в воде, есть шанс впороть жирную рыбу. А в Сызрани они есть. Абсолютно точно. Старт. Команда FPS Bots /Роста приветствует вас в 3-м сезоне, 1-м эпизоде Hotspot Pike. шоу-турнир по ловле горячей щуки. Ну что, времени у нас 8 часов 3 минуты, мы готовы к старту, поэтому 8:03, а здесь 8 часов рыбалки. Нажимаем на старт. Заводи двигатель. Ну что, погнали? Погнали. Стас, говорят, в том году вы поймали щуку 123 сантиметра. Это вот прям вот чуть-чуть не хватает до конца линейки. Было такое дело, да. Вот это. Ну, Блин, как... продлить бы, да, вот эту. Не продлить. Давай поймаешь, чтобы не хватило линейки, ладно? Там еще рулеточку у меня есть, там подложим. Да, можно. И полосочку зачетную сделали 55 сантиметров. Это зачет. Ее лучше видно, да, минимум. Но я надеюсь, хотя бы вот от сих будем ловить сегодня. Вот так. От сих, да? До увеличения. Вот, сегодня... А там уже будем разбираться. Вот так, хвостик вот так, чтобы у нас сегодня болтался. Итак, у нас сейчас время 8:49. Мы включаем таймер. И заводим мотор? И заводим мотор. Поехали. Погнали. С Богом. Время 8 утра. Старт первого эпизода. Пора половить щуку. Время у нас 8:02. Таймер запускай.
Погнали, погнали, погнали. Хватит снимать, время идет. Немного погода. Короче, сколько раз мы выступали в хотспот, ни разу, вот именно в Пайк, не было нормального тура. У нас всегда ветрище, дождь, снег какой-нибудь, шторм. Короче, надеемся, что на втором водоеме, может быть, нам повезет, потому что это прям какое-то проклятие. Мы отыграли в этом году 2 турнира вообще без паноптикса. Это, ну, причем вот в этом районе, на нашей воде, на домашней. И без проблем нормально ловили. Так что будем надеяться, сегодня у нас то же самое все получится. Очень хочется почувствовать поклевку, не смотря в прибор. То есть это прям, ну, реально тут больше не визуализация работает, а все вот у тебя на таких тактильных ощущениях. Ты не видишь выход рыбы, ты не видишь ее атаку, ты просто забросил и ждешь. Да и вообще на самом деле хочется получить поклевку щуки на кастинговый комплект, на большую приманку бигбейтовую. Потому что так как она жахает по большой приманке, блин, ну правда ни с чем не сравнится. Есть? Как так бывает? Где? Та-ра-та-та-там. Я опять не успеваю закинуть. Не крупная рыба. А? Вроде не крупная, Лёх. О, она прыгает. Опаньки! Ладно, начало положено. Красота. Случайно вышло, я тебе говорю. Случайно. Можем ничего не поймать. Просто место хорошее, не, ну реально. Без вранья, место шикарное. Не давлю. Ага. Все. Так, рот сжат. Прислонена. 81. С половиночкой. 81? 81. Ага. Ну что, дружище, первый заброс. Шаги-хок в действии. Да. Когда хорошая точка, хорошая приманка, должно все складываться быстро. Ну, сложилось. Давай, отпускаем. Восемь, 81 сантиметр. Да. Приманка. Шеги. Хок. Любимый счетчик. Первое. Опа, опять у меня походу до лодки дошла, гляньте. Иногда по структурнику можно понять, что рыба шла. Я кинул прям перпендикулярно, и вот структурником мазанула рыбу. Это, видимо, щука прям почти до лодки дошла за мной. Иногда так видно. Но не клюнула. Моя топовая приманка, пока любимая. Ну, я просто редко бывает пользую, повесил одну, она ловит. И на пале одной приманкой отловил на финале 2024. И на тренировках, и все клюет. Что менять? Ага. Видишь, Клюки, да? Да. Да. Есть. Не спеши, я близко. Я тоже уже недалеко. Такая средняя. Да. С почином, Глеб Егорович. Наверное, как-то было. Ура! Щука! 85. Видно? 85. Первая поклевка, первая рыба. Спустя дофига времени теперь вернулись на нормальные места, которые мы хотели изначально ловить. Откуда по сути, стартовать и дальше. Ну, рискнули, потратили больше часа.
в надежде поймать крупную рыбу. Риск не оправдался, теперь будем в оставшееся время ловить средних и среднекрупных рыб, да, Стас? А может и крупных. А может и крупных? А может и трофейных. Да. А ты больше одной рыбы здесь ловил хоть раз? Ну, максимум, наверное, 2 попадалось. Ну, как бы и смысл таких точек, то есть ты приезжаешь, не чтобы там надурачить ее какое-то бесконечное количество. Тут клюет 1-2 максимум. Если ты реализовал поклевку, то, как правило, рыба, ну, хотя бы начинается там от 5 и туда, в гору. То есть 5, 6, 7, 8. Вообще не редкость. Но, как обычно это бывает в турах, на каких-нибудь турнирах, шоу-турнирах, конечно же, она не клюет. Но мы верим и будем ждать заветную поклевку. Очень хочется впороть вот эту вот вонючую зубастую щучеечку. Щука пролетает 10 длин своего тела за добычей. Так что, условно, метровая щука, которая нам бы была кстати, может прилететь с 10 метров. Уже прошло 2 часа ловли, еще 6 часов. Есть! Отлично! Подсак. Небольшая. Ну какая есть. Дедушка ловит. Главное, позитивный настрой. И старая школа 2 оборот пауза. Ну да, как бы неудивительно, мы здесь все прокидали, мышки не мышки. Зеленый поролон, 26 грамм, легкий перегруз. И погнали. Вот она, наша красоточка. Молоденькая щучка. Конечно, честно сказать, это не то, чего мы ждем. Но какое есть. Итого 69 сантиков. На данный момент это самая крупная рыба команды Max Fishing. Пора сделать чайную паузу. Но это ненадолго. На следующей постановке продолжим. Все, едем в следующий сектор. Здесь браво отработали. К сожалению, результат скромный. Одна рыбка. Будем надеяться, что дальше будет лучше. Смотри, слева 5 штучек. И еще одна. О, видишь? Вот тут, да. Две вот эти хорошие. Давай. Мы, кажется, отсюда вчера и сняли как раз этого. Мы прибыли на первую локацию. За несколько дней тренировок прошли их очень много. Рыба, поскольку мы находимся на реке, рыба катится. То есть там, где она, например, была вчера, может ее не быть уже сегодня. Там, где она была в прошлом году, сегодня тоже нет. И вчера не было. И вчера не было. Работает очень вялая, умирающая проводка такой. Либо просто вдоль дна, либо легкий джиг на минимальных грузах. Вот. Потому что пока то ли есть не начала, то ли уже закончила, но скорее еще пока не начала, потому что холодов не было как таковых. Температура пока стоит плюсовая, но сегодня нас наша любимая речка порадовала снежком. Ну ладно, не будем терять время и делаем первый заброс. Еще за время тренировок подметили, что очень имеется яркое такое у рыбы время выхода. Может стоять 3-4 часа на одной точке. Видишь рыбу, а рыба есть, бросать ничего. Потом буквально за 5 минут 3-4 рыбы. Не-не-не, отвалилась. Точнее, не подсеклась даже. Было такое ощущение, что сначала я ее задел, и после этого просто скрутила мне приманку. Чтобы, знаешь, я говорю, что сначала как будто было, что я ее просто под жопу дал, я раз что-то задел, и потом такой тук. Получается, такие мы заложники ситуации. То есть мы приехали, рыбы-то много, активность очень низкая. Вот. Но мест для отскока у нас нет, потому что мы очень далеко. Я всю жизнь ловил без лайфскопов, он у меня появился относительно недавно, ну, естественно, там не берем в расчет какие-то турниры, где я принимал участие. Но что могу сказать, Panoptix — это опасная штука. Он обещает тебе рыбалку, рыбу, он показывает тебе эти картинки, но в то же время он Еще до выхода, да? Да, в то же время он забирает твою душу. И много рыболовов попались в эти сети.
И с ужасом сейчас вот осознаю, то, что, блин, я, оказывается, из их числа не хватает уже, не видишь, не понимаешь, думаешь, а может сейчас дернуть, а может быть не надо было дергать. Опасная вещь, не связывайтесь с этим. Сместились? Чуть-чуть, ну у нас повернуло еще. Да, и они сместились явно. Не, я, знаешь что, 20-ку повешу. Я 14 вольфрам повесил, но маловато. Есть! Макс! Жахнул так хорошо. Жахнул вообще почему-то. Опа! Вот, наверное, может, надо быстрее назад. Намотал сетку. 7-4. Он касается. Так, надо записать нам, да? Да. 7-4, бульдог. Ты время тайминг записывал? Да. Мы прибыли на первую локацию. Это такой, можно сказать, микрозавал. Мы будем пользоваться, как по стариночке, компасом. Мы записали все данные по нашей оси и в каком он, где он находится. Ищем 113. Вот примерно вот здесь находится завал. Будем сейчас обкидывать, нащупывать. Главное сейчас нам понять точно, где относительно нас этот микрозавал и горизонт проводки. Может, мандулу поставить, чтобы точно корягу нащупать? И оторвать корягу. И оторвать. Она нам нужна. Там кто-то живет? По крайней мере, жил. Все, нашел, да, ты ее? Короче, коряга вот туда. Это была просто самая ближняя локация. Она по пути к нашей основной локации. Здесь очень компактная коряжка, в которой живет достаточно много щук. Размер не очень крупный, но нам пойдет. Единственное, что я думаю, у нас вся щука, она после 12 где-то, так что у нас еще времени. Вагон. Сейчас поедем на более обширную локацию, где есть много постановок, много различных типажей. Там проведем времени побольше. Здесь было так. Повезет, не повезет. Погнали? Может, еще не исключено, что вернемся сюда. Обязательно вернемся, конечно. По пути обратно, может, сюда заедем, потому что мы ловили здесь как раз обед после обеда. Ну, может, она ушла куда-то сейчас. Не знаю. А вот и первая таблица сезона. 3 команды открыли счет поимкам. Это Рыбомания, FHM Виноград Фишинг и Макс Фишинг. Посмотрим, будет ли меняться ситуация в течение дня. Та-та-та-дам. Хороший. Не успел я сделать практический заброс. А мой Кэп уже тащит рыбу. Он что делает? Шагихок животворящий. Андрю, где берем? Что? Где берем? Пока не знаю. Ох ты, ю! Опаньки! Дома? Дома. Супер. Ну, смотри. Практически. Да. Нам еще остается что? Ее не упустить. Да. Да что ж ты делаешь-то? Опаньки. Так, давай, Андрюхан. 96 сантиметров. Ну все, складывай. Столько вот Давай. заходит хвостик. Ага. Сейчас еще раз
Подождите, а то не видно будет. Заходит, да. Вот она. Заходит за 96. Морда прислонена. Всегда бы так утро начиналось. Ну да, что, вторая рыба, опять шаги-хок. Давай, Андрюха, Когда клюет, да, отпускай. менять не стоит и быстрее отпускаем, безусловно. Давай, да. Супер. Пока ничего не меняем, ну, кроме шапки. Наверное, шапку я поменяю сейчас на бейсболку, потому что мне что-то с 2 поклевок сразу жарко стало. Вот. А приманку пока не меняем, на нее клюет шаги-хок, пусть она пока и остается. 96 сантиметров. Поводок износился, главное вовремя поменять его. Ну, то есть 2 рыбы на 1 поводок поймали, у него уже там так, ну, петлю тянуть стало. И, ну, для безопасности, чтобы не было никаких сюрпризов, поводок точно выдержал, ну, ставлю новый, все, поставил. Есть! Оу! Давай, подсак, быстро. Давай, сейчас вмотаю. Хорошая рыба. Ё-моё! Одуреть! И такое бывает. Только проговорили, что мы здесь поймали судачка. Вот такой вот красавчик. Наверное, что-то типа трешки. Ну да, и совсем не побрезговал вот такой вот щучьей крупной приманкой. Саданул прям качественно. Давайте для интереса сделаем замер. Вдруг Антон Фишерман опять захочет какой-нибудь пари по непрофильной рыбе. 72 сантиметра. Это она шла за тобой. Скорее всего. Жирная дама. Да. Теперь мы решили ловить Казани. Как бы Казань вообще достаточно лакомый водоем. Из, наверное, стандартных водоемов для ловли щуки по осени. Да, Стас? Да, Как ни определенно. крути. Плюс Стас все хорошо знает здесь. И местами большое скопление рыбы, что, в принципе, позволяет ловить, ну, нормально, без лайфскопа. Ну, решили так, второй водоем у нас будет другой. Там будет очень важно применение именно точечной ловли, очень аккуратной и мягкой. Поэтому из двух выбрали вот именно такое распределение. Правильно, неправильно, покажут, ну, не взвешивание, а измерение в нашем случае. Они плавают там, видишь, там бывает боковик рисуют. Да я знаю. Они в том году здесь так же. Там жарко. Тебе не жарко? Нет. Я так вот этот бах снял, а так нехорошо. Есть! На выброс Я понял. Я тоже далеко клюнула она. Нормально, нормально. Небольшая. Осенью, неважно какой, средней, поздней осенью, очень важно иметь правильный набор одежды. Я стараюсь одевать... Вообще, на самом деле, я беру с собой какие-то дополнительные, бывают, элементы, да, на всякий случай. Опять же, всякое бывает. Ну, бывает, не рассчитаешь, что можно быстро снять, там, пододеть или там поменять куртку. Естественно, термобелье, которое быстро, скажем так, при необходимости выводит пот, быстро сохнет, при этом как бы имеет греющие свойства. Обязательно какой-нибудь средний слой, который именно согревающий. Но опять же, очень важно, чтобы этот средний слой также был нормально влагоотводящим. Вот, к примеру, да, вот Стас ловит на бульдоге. Рыбалка такая, мягко говоря, очень энергозатратная и греющая. А на переходах можно реально замерзнуть. Но важно соблюсти именно эту комбинацию, когда ты, если необходимо, ты провел какие-то активные действия, согрелся и влага вышла, но при этом ты себя чувствовал комфортно. Ну и опять же, на каком-то часовом переходе или вдруг налетел дождь и ветер, ты себя адекватно чувствуешь и просто не замерз. Поэтому обычно это каких-нибудь 3 слоя
Если холодно, например, то это может быть 4-й слой, как поддевка какая-нибудь теплая с утеплителем, типа на прямолофте. В данном случае реально стало жарко, я снял куртку. У меня там термобелье, кофта, ну и комбинезон. Да, нормально их прям, глянь как, глянь, в 360-й. Вы посмотрите, вот, гляньте, это все щуки, реально наша лодка, щуки, это вот в этой зоне находится. Вот здесь вот пару точечных забросов, я надеюсь. Я бы, знаешь как, сделал бы, может, короткий заброс, они прямо от лодки и вот до 35 метров идут, видишь? Я бы, может, коротенький заброс сделал, чтобы дальних не тревожить. Я понял тебя. Так, ну мы в затопленном руслице. Здесь был старый мост в самой узкой его части. Сейчас мы станем на такую локальную аномалию. Попробуем что-то поймать. Они тут осенью собираются, щучки. И дальше пойдем по всей бровке. Смотреть будем с помощью боковиков наличие рыбы. Другого варианта у нас нету. Будем пробивать все полочки разными приманками. Лоран начнет с джерка. Так, это башмак, вот, так называемый. Это приманка что-то между джерком и бульдогом. Очень классно держит горизонт. И каким-то чудесным образом очень круто на нее рыба поднимается и атакует. Тут можно, в принципе, любой хвостик закрутить. Вот, и вот такое туловище. Сколько оно? 77 грамм весит. Я попробую также сначала поролоном, потом, наверное, тоже переключусь на джерки, воблеры и крупную резину, которую мы будем вести в полводы. Здесь щука должна быть поактивнее. На предыдущей локации она внутри коряги живет и не кормится особо. То есть, если она кормится, она ходит в пилайку. Но пилайку мы ловить не имеем возможности, поэтому пытались добыть ее из коряги. Здесь щука поактивнее, то есть она ходит между этими конструкциями. И будем надеяться выйти за нашими приманками. Слушай, надо было подводную камеру брать, да? Кстати. А у меня, кстати, есть. А можно? Сейчас в ход пойдут слаги. Ага. Да. И, короче, решил это Все, хватит. читерством заняться. Да? Хватит вот этих вот. Вот это очень шумящий слаг. То есть, как мы обратили внимание, щука здесь реагирует именно на подрывы, и даже поролон. Не просто там джиговая какая-то проводка, а скорее ближе к равномерной с резкими подергиваниями. То есть на шум, но почему-то она лучше отзывается. Поэтому сейчас попробуем шумящий слаг. Это термит. Это наши как раз с лораном слаги. Они очень хорошо шумят в воде. Рыба! Есть? Сход. Сход? Да. Поролон? Нет. Рыба сейчас еще не очень активна, судя по всему, потому что на тренировках вот эту приманку приходилось доставать у нее чуть не из желудка. А сейчас она клюнула. Рыба неплохая, но не засеклась. То есть где-то прикусила, не так жадно проглотила. Поэтому мы сейчас поставим дополнительный ассист, чтобы долавливать вот эту не сильно активную рыбу. Теперь сходов в теории должно быть меньше, но, как правило, бывает. Да как она могла промазать мимо 3 ассистов, да? 4, да. 4? Нет, 4 запрещено. Мимо 3 ассистов. Сейчас посмотрим. Сейчас я еще заброс в эту сторону сделаю. Там мы ее кольнули. Но они по всему мосту стоят. То есть тут опоры моста старые. Они здесь, в принципе, везде. Когда меняешь приманку, он говорит чик, чик, чик на каждое действие. Пошел ловить. А то кот сейчас все переловит. Сейчас вымотаю. Вся нога на подсаке. Быстро, 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 быстро. Оу! Опа! Фу, я так быстро не уматывал. Первая есть. Давай 5. Уже похоже на рыбу. Порог 70 преодолен. 75. Перевалили за 70 сантиметров. Дай бог, что это будет тенденция сохраняться, и мы будем продвигаться все ближе к 100, а лучше и за 100. Очень несвойственно размер рыбы при ловле на большие приманки, но, увы, клюет
то, что клюет. Характеристика мест такая, где сейчас произошла поклевка, это глиняная бровка. И на этой бровке расположены такие балкончики, соответственно, где щука, ну, не знаю, отстаивается, не отстаивается, но, по крайней мере, она там находится, ее видно обычным структурником, когда проходишь по бровке. Вот, соответственно, мы стали на это место, поставили лодку в глубине, чтобы кидать как раз-таки наверх бровки. Все, сделал заброс, начал проводить проводку, приманку, и когда приманка уже падала с верхней части бровы, в этот момент произошла поклевка. В целом, так чаще всего и бывает. Так, значит, что у нас по итогам промежуточным? Рыба. Нет, если так говорить, ловим на бровке. Какая-то рыба туда выползает так, по боковику. Но много достаточно стоит под ней. Как показ практика, клюет именно та, которая выходит кормиться. Не знаю, смотрим, кидаем, ждем. Пока 0. Только поклевки. Да, поклевки присутствуют. Сейчас по голове вот рыб, походу, попал. Потому что такой подбойчик прям был. Пум. Чтобы вы понимали, мы кидаем. Там стоит 5 рыб, тут 4 хороших. Ну, в принципе, хуже, чем сейчас, наверное, как бы не будет. Можем и туда переместиться. Ну, просто надо смотреть ту, которая реально на саму брову уже вышла. Мне кажется, та, что под бровкой, она максимально вообще пассивная. Там же, помнишь, тоже участок, он короткий. И концентрация достаточно неплохая. Я помню, что мы там ни одной рыбы не поймали. Ну, у меня было там 2 поклевки. Здравствуй, стена. Эх ты, нападение, подача. Блин, сошла! Прикинь, опускал, закрыл, такой бум! Я так говорю, они выстреливают здесь нападение прям прямое. Твою мать! Хорошо? Не понял? Ну, подача была вот, учитывая, что, не знаю, туда кинул с пятой, прям подача как очень серьезная. Есть! Класс! Ну, не сильно хорошо, но есть. Маленькая вроде, блин. Маленькая? Да, вот с этого бока. На самом кончике. Ну, елки-палки. Ну, щука. Ну, щука, она запрыгнет, получается. Вообще прям за самый кончик засеклась. И вот все, никаких усилий не приложил. А, она, кстати, кого-то съела. Съела? Да, вон ее. Кто-то там. Ага. Что, меряем? Почищено Подожди-ка, подожди, посмотри. Не 74. Не, ну 75. Да. 75 точно. Первыми свой топ-5 формирует FHM Виноград Фишинг. Они поймали 372 сантиметра пятен и зубов. Интересно, удастся ли команде навязать борьбу в номинации Big Fish? Все-таки надеюсь, что мы здесь одни. Какое-то у меня внутреннее чутье. Ну, не знаю. Посмотрим. Я вчера носился по зоне, никого не видел. Ну, как бы, если бы они были здесь, я бы предполагал, что, ну, и в последний день они бы тоже захотели поплавать, посмотреть на какие-то районы, участки. Никого не видел я. А там все узко, там просматривается. А чем, как говорится, черт не шутит? Может быть, смена... Чем дьявол не потешить? Да, смена приманки сейчас, ну, может помочь. А может и нет. Сейчас увидим. Не успела сабля ничего сделать. Я кверху сразу поднимаю, потому что там коряшки. Ну, рыба не крупная. О, хорошо вином вылаживать. Крути да крути. Не сошла. Не сошла. Главное, чтобы зачетная 55 была. Да нет, Вроде ты есть. чё? Сама цепилась? Да. Ну, любимый размер по маленьким речкам, когда ходишь. Давай, держи ей хвост. Ну, 63, хорошо. До досрочки Судаковой 2 сантиметра осталось. Оп, сейчас мы ее быстренько. Ай,
Так, мы и закрыться сможем вообще? 63 сантиметра. Синий поролон, да? Да, 125. А, с поролоном ничего выдумывать не надо. 2, 3, там 4 оборота быстрых. Падение до дна, ну, как бы клюет. Банальная вроде проводка, а самая результативная. Ну, с поролоном, который типа шарнир, у которого, ну, который на подвижном грузике. Тот, который под пелагику, там другая история. А вот обычный, как мы 20 лет назад ловили, так и сейчас ловим, и по-прежнему классно работает. Слушай, а вот то, который под пелагику, ну ты на джиг головку насаживаешь, ведь тоже можно? Он Можно, как можно, флаг, да. точно можно. так же будет стучать, наверное, Да, отлично. абсолютно. Просто, ну, цель-то у него другая, задумка-то другая была. Ну это да. Так-то, конечно, можно. Кстати, к нам, приходя в магазин, многие говорят, что они так ловят. Просто это большой поролон на джиг головке. Прикольно. Отлично. Прикольно. Готов? Да. Есть! Вот это самое крупное на сегодня будет. Оба! Да нет, не самая, Сань. Предыдущая была крупнее. Ну и ладно, какая разница, хоть количеством будем набивать. Вкратце про приманку. Классический бактейл — это Mirus Mouse Mini. В моей любимой коллаборации, то есть тут в комплекте идет двойной лягушачий хвост, но я ставлю приманочку Berkley Six Mesh 18 сантиметров. В принципе, как вы можете наблюдать даже в таком клеве, как сегодня, нет-нет, да активненькая щучка кидается. Но я думаю, даже не только активная. Потому что поклевочки, несмотря на то, какая она мелкая, ну прям, ну хорошенькие. А вот потом, когда уже вылаживаешь, понимаешь, что бяка мелкая. Оба! Красотка больна. Ровно 70 касается. Ну, продолжаем по плану двигаться, но наш план подразумевал, что вот те секаторы, которые мы с утра вот сейчас проходим, должны были давать рыбку покрупней. Мы рассчитывали от 80, скажем так, сантиметров. Ну, какая есть что. Пока что вся очень мелкая. Немножечко мы напряжены и огорчены. Но продолжим. Тут в Сызрани есть жирные рыбы, да? Да, и возможно на бигбейты клюют мелкие, а на джиг, на классику 2 оборота пауза, на старый добрый поролончик какая-нибудь прилипнет там, я не знаю, 7, 8, 9, 10 килограмм, длиной там от 90 до метра и больше метра. В общем, продолжаем. Вот делать одно и то же в лодке не очень правильно. Ну, со спортивной точки зрения. На обычной рыбалке бесспорно мы бы фигачили мышей и веселились, кто поймал больше рыбу. А во время турнира очень важно, чтобы каждый из спортсменов делал что-то отличающееся. Тогда есть вероятность результата другого. Что, Санечка, переедем или еще пару забросов? Да, сейчас я еще в корму 2 заброса сделаю. До конца эпизода осталось 48 минут, и надо очень-очень, чтобы дядя Стас влупил 10, а лучше 12. Да, меня, правда, сейчас чуть не убили. Забываем подтягивать фрикцию. А? Сам себе говорю, чтобы я не забывал подтягивать фрикцию вон. Я говорил, у тебя подсечка была. У меня была отсечка. Есть! Опа, ну ничего. Может, иллюзия. Мягче, аккуратно с рыбой. Ну, не, она не крупная. Блин! Просто, знаешь, Я тебя сбил. ни слабины, ничего, просто и все. Я, думал, крупная, начал пытаться удочку брать. Не, она что-то в районе, наверное, 5-6, вот такая вот. Ну, по современным меркам крупная, по нашим сегодняшним. Сегодняшним меркам. Твою мать. Просто, знаешь, она вот просто сошла, все. Блин, я фрикцион отпустил, я не форсировал, ничего вообще не делал, она просто сошла, блин. Вот это ты тоже видел, на сопле висела? Да. Сопливая щука. Не считай, у меня поклевка пустая, чисто что-то чиркнул по ней. Досадно. Нам как раз нужна активная рыба, которая будет вылетать. Есть рыба! Подсак!
Небольшая, Димас. А? Небольшая подсак, торопись. Ну, выматываю. Держи ее. Давай, Димас, она уже здесь. Так, Вот она, тише, дорогуша. тише, тише. Рано пока радоваться. Небольшая, но очень нужная. Так, нос прижат, хвост 70. 6. Нет, 76 не заходит. Не заходит? Нет, 75. 75 с половиной. Ну 75? Ну да, 75. Так, все, давай. Спасибо тебе большое. Ты нам была очень нужна. Фух, улетела, она только этого и ждала. Господин Башмак. Да, мы его берегли последние 2 дня. Мы оставили его в номере, чтобы не было соблазна его бросать. Вот, потому что он нам очень дорог, и он, ну, очень нравится нам эта приманка, очень уловистая. И, блин, ну вот, пожалуйста. Башмак Результат, могёт. как говорится, дал. В принципе, вот так, ребятушки. Сейчас будем пробовать. Ну, это к вопросам, да, о уколотых щуках. То есть, по логике, надо было уйти на другую локацию. Лоран поймал ровно с той же локации, с которой клюнула рыба у меня. Так что, если щука активна, она уколота, не уколота, видела она приманку, не видела. Ну, в моем понимании, я скажу так, что она кормится окунями, кормится судаками. У них вот эта вот грива здесь на спине, она супер колючая. И приятного мало, когда она вот эта вот грива врезается в палец. Поэтому я думаю, я уверен, что когда она ест окуня и судака, она точно так же колется. И не раз было, я думаю, что не только у меня, когда ты ловишь щуку, а у нее в пасти то ли окушок, то ли судачок какой-нибудь. И я больше чем уверен, что она колется точно так же этими рыбами. Поэтому теория, то, что там она укололась, больше не будет там кушать, еще что-то там, я не сильно в это верю. Если она активная, на самом деле, он консервную банку может туда кинуть с тройниками, и она и на это шлепнет. Поэтому... Но башмак лучше. Но башмак лучше, да. Впервые протокол. Первая рыба. Это самое приятное. Так, время поимки у нас 10-18. Так, ну все, мы свои цели на турнир выполнили. Вчера разговаривали с Лораном. Лоран говорит, почему ты без настроения? Я говорю, а для меня все самое интересное закончилось. Для меня самый кайф — это тренировки, когда ты ищешь рыбу, пытаешься ее понять, подобрать приманку. А дальше уже туры, ну просто туры. Просто что наработал, то и получишь. Лоран сказал, что для него самое приятное и самое кайфовое — это первая рыба. Вот там отпускает. Поэтому я все удовольствие получил уже вчера, Лоран уже получил сегодня. Теперь просто наслаждаемся рыбалкой. Посмотрим, может быть, что-нибудь поймаем. Но мы уже довольны. Спасибо. Ну, так, не очень большая, но забабрикались. Угу. Все. Тут уперто, тут у нас 85. Поздравляем Росту FPS Boats с их первой поимкой. Опять парни забрались в сибирскую глушь. Хочу напомнить, что именно на этой воде в прошлом сезоне были биты все мыслимые и немыслимые рекорды. Этой щуке стоит еще подрасти, но для команды все впереди. Есть! Ну, небольшая тоже шурагаечка. Я иду к тебе. Давай. Иду. Так, давай, иди, кидай, я займусь ей. Что, будет зачет или нет? Хотелось бы. Но боюсь, что нет. Нет. Прислонил? 53. Приманка у меня Право. Андрей Петерцов.
Systems в 255 шаге. Точка, которую я отметил, вот изначально, прямо в корме. По корме, ага. Примерно. Есть! Хорошая. 27-28 метров. 27-28 метров. Там нормальная рыба. Длина щуки, я надеюсь. Не бог весь что, но рыба. Рыба. Это же хорошо, Макс. Рыба-щука. Вот зачетная, Стас. Как там? Вот метр-фиш! Да? Ну, метр есть. Метр есть. Хоть рыбку поймал. Таких надо еще 4. Нет, 3. И одну прям... 127. Ну да, как Стас завещал. И домой. Хорош. Аккуратненько. Толстушка, а? Паловская. Ай, метра нету. Метра нету? Нет, перелови, да? 98. Ну, почти метр. Блин, ну какая она толстая, а? Да. Команды приближаются к отметке в 1 метр. Отличная рыба выводит команду FHM Виноград Фишинг в промежуточные лидеры в номинации Big Fish. Напомню, это позволит получить желанные 3 балла по итогу дня. Еще моя кровь капает, он. Поролся все-таки. Этого. Да, этого. Вот за что я ненавижу ассисты, так это за то, что зацепляем с приманки за препятствия какие-то в разы выше. Вон у тебя есть еще. И сейчас ушла рабочая приманка, на которую была первая поклевка, и на которую очень хорошо ловили на тренировках. Он похожий есть. Ну, это похоже, а это лучше. Ну, башмак тоже много что похоже. Башмак — это башмак. Ладно, буду дальше продолжать своей философии без ассистов. Сход так сход, но хотя бы приманка цела. Какая-то клюнет, правильно, какая-то ее зажрет. Причем здесь такие конструкции, мы ни разу здесь не цеплялись ни за что. Ну, это нормально. Уловистая приманка должна была обязательно зацепиться. Вот сейчас все остальные там проведу, ничего не зацепится. Так. Ну, у нас следующая постановка очень, в принципе, далеко. Недалеко. Ну как? Ну, метров 500. Я просто к тому, что может поднять и побыстрее дойти. Давай. Или полки посмотрим лучше. Давай посмотрим лучше. Мало ли она там сдвинулась чуть-чуть. Та самая рыба, которой не хватало для полного счастья FHM Виноград Фишинг, поймана. И сейчас парни претендуют на максимально возможный результат по итогам дня. Все 9 баллов могут достаться именно им. Отметим и первые поимки Роста FPS Boats и Лука Митрич TuBT. Теперь все команды ушли от нуля. Развиваем чувства. Мы ж над корягами водим. Вон, Леха только один раз впендюрил в коряжку. Это, показатель, что мы где-то рядом, но при этом пока не оборвали ни одной приманки. Паноптикс в этом-то и прикол, что да, помимо того, что ты под рыбу именно подкидываешь, ты еще и не отрываешь. Ну, или там минимум отрываешь. Отрываешь только когда реально рискуешь. Если не рискуешь, то не отрываешь. То есть ты видишь коряги, ты ведешь над корягами, рыба из коряг вылетает и атакует. А сейчас, безусловно, приходится действовать на чутье. То есть ты там грузик, толщина плетенки, ветер, течка, не течка. Ага, вот сейчас я пролетаю 2 метра, 3, 4. Вот я примерно на 5. Вот я пошел. Глубина там 7-7,5. То есть пока веду кверху, дергаю. Я кинул метров на 40, наверное. Как к лодке будет приманка подходить, просто палку опущу, чтобы примерно горизонт сохранить, чтобы приманка не кверху пошла. Ну вот там половина проводки примерно позади, палку опускаем и то же самое.
Так, Лех, сейчас переставлю нас. Отойти хочешь немножко? Нет, туда приблизиться, там зона в ту сторону продолжается. Ага. Можно будет кинуть разок в обратку сюда, под нас. А в принципе основные забросы вот на тот остров опять. Есть! Подсак! Ну, нужны. Пойдете? На. Так, мерим. 1 в 1, такая же мелкая, блин. 73 ровно дотягивается. То же самое поставил, как и Саша, мышь. Попаралонил. И толку это, к сожалению, не дало. Поставил мышку, сразу вот поймали рыбку. Так что в целом тактика по бровам понятна. В коряжниках будем, наверное, добавлять обратно поролонь. Ушла. Пока. Вот как раз я поймал, когда начал нормально. Удобно встал. Сразу влупил. Ну, неправильный дерг. Когда неудобно стоишь, дергать вообще не кайф. Ну, например, можно вот так вот встать. Так удобно, да? Да, так удобно. У меня потому что положение кайфное. Ну, а если вдруг клюнет там? Ну, я подсеку. Ты подсечешь, а если она тебя в воду? Я мечтаю поймать такую рыбу, которая меня в воду заберет. Забери меня с собой. На ощупь меня тоже нет-нет, что-то тюкает, да, так получается. Не крупная. Как раз нас снесло, прям вот 2-3 метра до точки до той не доплыли, которую я отметил. Это не из зоны была, иначе я клюнул вот я здесь, рядышком. Подожди, вот упер. Вот. Вон видно 8,6, рыбомания касается. Надо прямо в сторону протоки ты и дал. Записал, да, обе? Да. Ну, длину ты уже записал, время ты записал. Я там добил только прямо. Есть! Рыба. Спокойно, работай сюда. Работай спокойно. Я кинул дальше тебя. Выпендривается. Экстра ПГ. Ну, у меня она не крупная особо. Я Гаррет. Салгейт. Ну, зачетный. То, слава богу. Я, да, немножко вот в сторону проточки, вот в сторону галчихи. Ага. Вот так если? Вот так, если то не прижато. Вы честные парни? Да, 79. 79? Да. Сейчас запишу. Так, что, куда будем переезжать? Что за место там будет? Да идем по маршруту, который там в голове себе составили. Там следующее место, сверху бровки коряги будут валяться. Вот она и в корягах живет, и крутится по бровке. То есть я мышом над корягами попробую повиртуозить, а ты можешь вялыми сисями район бровки облавливать. Мы стараемся, пытаемся, пробуем в разных местах. Где-то получилось, где-то не получается. Вот, ну нормально, все по плану. Большого количества рыб точно не будет, вот, но мы хотели поймать, все-таки расчет был, прицелка была на более толстеньких. Вот, так что, ну там, 3 рыбы уже поймали, уже неплохо. Может быть, поймаем 5, может быть, не поймаем больше ничего, а может быть, поймаем 6. Но мои прикидки в голове примерно такие. Вот 6, это хорошо. Согласен. И толстый одну, за метр. Ну, конечно. Ну, прицел-то на это, Лех, ты чё? Ну да. Неужели все мечтают ух, двушек сейчас бы навертеть бы, а? А может быть, килушниц 100 штук, например. наверчу. Как в Зандере. 100 штук, 100 щук, а? Слабо? Ну, да. Сейчас сделаем, оформим. Деревяшки стоят еще, нет? Деревяшки на месте. Деревяшки не смыло. Мы продолжаем двигаться по старому руслу, затопленной маленькой речушки. Я даже не знаю, как она называется толком, потому что на каких-то картах не одно название, на каких-то другое. Тем не менее, это старая речушка. И
нее очень такие крутые свалы и очень узкое русло. То есть удобно идти и на ходу смотреть сразу обе бровки. Сейчас мы занимаемся тем, что пытаемся найти рыбу в боковики, потому что бровка очень обширная, то есть, это вся река. И она может стоять то здесь, то там. У нас, конечно, есть установки забитые, которые мы натренировали, но нет никакой гарантии, что щука куда-то не сместилась по бровке. Поэтому мы идем именно малым газом, а не переходим от точки к точке быстро, чтобы, может быть, заметить. Вот, кстати, нет, показался. Заметить, может быть, где-то она стоит, и мы сразу встанем, забьем знаком рыбка щуку, и по ней прям встанем и будем в нее попадать. Вот щука. Забивай ее, я не могу, меня не видно у тебя? Не видно ее. Еще одна. Приехал. Здравствуйте. Так это же наша точка, Это братан. наша точка. Рыбы на месте. Наши подруги. Подруги! Мы идем. Мы идем. Так, давай. А ты не хочешь что-нибудь другое одеть? Нет. Нет? Нет, можно я, пожалуйста, воблер? Время выхода здесь какое-то очень маленькое. Четко 11 стриц. По 2, по 3 рыбы ловим, и все, и выключает. 2 дня так было, и сегодня в 3-й день тому подтверждение. Но рыба клюнула не та, которая хотелось бы. Я прям веду, думаю, блин, сейчас клюнет прям на выбросе с максимальной натяжкой. Нормально жахнул? Почему сошла? Потому что самый дебильный в этот момент, когда у тебя самая длинная петля. Я не знаю, ты подсек, нормально. Да, так только прикинь, сколько я слабины еще выдергивал, которые ветром были вынесены. Она, может, там и засеклась, потому что губу себе порвала. Теперь я понял, как у них эти шнуры рвут, шестерки, двенашки. Пока все затянуто, все в хлам. И отыграть не может. Так и у меня сейчас шнур 3 ПЕ. Фрикцион затянут. Спиннинг уже в дугу согнулся и уже, считай, нечему отыгрывать. Из не самых крупных рыб, но главное, собирают свой полноценный топ-5 парни из Максфишинга. Нужна хорошая мамка, чтобы подвинуть своих соперников. И так считает каждая из команд. Жесть просто какая-то. 4 рыбы стояло, ни в одну не могли попасть. Но вот есть такие моменты, когда без лайфскопа. Так, на чуйки прогоняешь и надеешься, на активность рыбы. Потому что, в принципе, если рыба активная, видит издалека, вот, часто подлетает прям, это хорошо, от прибора видно. У тебя приманка только опускается, она там уже летит с большого расстояния. Здесь сейчас такое не получается. Здесь вот отметили рыбку, пытаемся в нее попасть. Но чем это еще осложняется? На тех же тренировках, да и просто так вот на рыбалке, ты пока рыбу отметил, начинаешь на нее выставляться, потом смотришь лайскопом, а ее там нету. То есть она здесь в движении постоянно, поэтому мы четко определить не можем. То есть точку поставили, кинули, поймали, не поймали. Здесь так. Не можем уже понять, что, может, она точку поставили, она уже там ушла. Воу! Вот это хорошая. Причем я смотрю на твою палку и вижу О, поклёв. давай быстрее. Да щас. Это то, что нужно. О, чуть получше, 4. Фу, двигаемся потихонечку. Да, Вася, и никак иначе. Поклевка очень классная была. Наверное, сегодня с ней может сравниться только судак. Очень толстая рыбка, но, к сожалению, коротенькая. Так, что там у нас? О, 78. Есть 78, Да, набирает? да. Сейчас происходит Hot Spot Pike 3-й сезон. Ну или по-другому катавасия в лодке. Вот и все. Наш обычный четверг.
До конца эпизода у нас осталось 11 минут. Немножко укрупнились, но однозначно есть над чем работать. Достойная рыба, которых мы действительно фантазировали, пока одна. Это 98 сантиметров. Пока психологическую сотку не перешагнули, хотелось 5 рыбами перешагнуть. Есть! Хорошая рыба? Ну, знаешь, вроде не метр. Ну ладно. Но должна быть щука. Ага, Клюнул на вижу. средней дистанции. Так, на среднедальней. Датчик смотреть. Вижу. Вот, удобно. Как я люблю. Один известный рыболов говорил, что пока приманка в воде, всегда есть шанс поймать рыбу. Максим со Стасом отлично подтверждают сказанное. Так, а я сейчас знаешь, что сделаю? Надо, наверное, увеличивать размер приманки. Правильно? Давай размер рыбы увеличим. Ну да, нет, я с тем потенциалом-то это все и хочу сделать. Пофиг на приманке, на размер. Главное размер рыбы увеличить. Ага. Записал, да, я? Да. Ну, действительно, дай-ка поэкспериментируем, мало ли. Количка какая-никакая есть, а вот... Так, у нас здесь 9, есть? да, рыб? А? 9 рыб, да, у нас? 9 рыб, да. Неплохо, надо размер. Далеко взяла? Да. Прям на третьем крючке. Что там по воблерам? Красава, Дима! Теперь можно не только пукнуть. Но единственный минус воблера, что у него 3 тройника. И вот это придется сейчас... Мы на всякий случай достаем кусачки, потому что мы их будем просто отрезать, эти тройники. Потому что рыба ценнее, чем тройники, явно. 95. Заходит. Заходит? Пальцем покажи, Лоран, что вон красный плавник. 95. Есть! Кайф? И паноптиксы ваши не нужны. Ой. Там она же не одна была, да, старик? Не одна. И, да, не одна. Так, время поимки у нас 11:40. Размер рыбы 95 сантиметров. На воблер. Воблер балисонг. Можно так сказать, я верю в веру. Вот так, в приманку. А там уже как поет. Если рыболов ловит, имею в виду, верит, то должна работать. Она же там не одна. Там дальше еще вон точка у нас. Нет, ну да. Просто почему остальные отказываются клевать? Почему остальные отказываются клевать? А, ответ на этот вопрос вы узнаете. Может, им вчерашний мой визит не понравился? Я думаю, очень не понравился. Сидит! Хорошая, да? А не. Средненькая, среднемеленькая. Рыба тут. Давай, я ж вожу ее кругами. О, давай! Есть! А кто из них приманка? Нормально. Мышь работает по-разному. Ой, как хорошо. Щуки, оказывается, бывают разные. Бывают огромные, бывают не очень. Ну вот, не очень. О, как зверюга какая. Мы зверя взяли. Так. Смотри, как
по-заправски или как там. Да. Беру этого крокодила на себя. Опа, 60. 65. Это вам не 59. Согласен, и не 63. Ну, В шутках Андрея и Алексея слышен нерв. Такого размера рыбы явно будет недостаточно, чтобы попытаться выиграть второй кубок подряд. Нужно укрупняться. Но хочу напомнить, что и количество пойманных щук также имеет значение. И именно эта рыба может позволить бороться за дополнительные баллы. стараемся поймать крупную. Поймали не крупную. Ну, Леха такой, не крупную. Обиделся. Я тебе как будто тут такой гид профессиональный. Сейчас мы... А как? Уплочено тут, блин. Тут метр 20. У всех напарники как напарники. Кабанов валяют, а мой, блин... А ты опять этих... Да, вот этих. Мелочевку чехвостишь. Что за человек, блин? А рука все время дергается направо посветить, что там на бровке. Такой, эй, думаю, а у меня ж правой нет сейчас. Потом опять такой... Пульт в левую взял, правый так раз, эй, а там нет ничего. Думаешь, фу, блин, забыл. Слушай, можно народный лайфскоп. Надо только маску и трубку. Головой так вот, нать туда. Плюс... Да, и давай я вот так вот буду водить. Это ты мне, мстишь за размер рыбы? Так? Естественно. У тебя палка самая кайф. Не-не-не, она тоже длинновата. Длинновато, да? Да. 2,4, 2,3 самое идеальное. Ну да, я говорю, а у тебя, думаю, что, длиннее, да? 2,5? Но это 2,5. Ага, длинновато, да. У меня Тор 2,28. Во. У Моликс кайфово. Длина есть. Не крупная. Ну, кстати, длинненькая. Вау! Руслава, если по цвету. Иди возись. Несмотря на мелкий размер щучек, но они клюют. Может быть, получится количеством сыграть. О, хорош. Очередная мелкая щучка, максимально не характерна для типа этих приманок, но радует, что она хотя бы клюет. Да, все как одна. 75, 77, 69, 70. В общем, идем ровненько. Вот пока что надеюсь, что, может быть, что-то с количеством там будет получаться. Но, зная этот турнир, каждый год приносит сюрпризы. И по тому году мы всего за тур поймали 7 рыб. Ну да. Как бы неплохо. Но турнир прогрессирует. Ждем созвон. Так, в общем, я ловлю закончил до созвона. Остается буквально 3 минуты. Мы сейчас посчитаем результаты, подготовимся, так сказать, и узнаем, что у кого. Достаточно волнительный момент, вообще самый волнительный. А дальше будет волнительно на просмотре 4-й части, которая будет сниматься, как всегда, я думаю, в самом конце, и мы узнаем результат. Сейчас как бы у нас будет промежуточный и понимание, что происходит, и мы после этого выберем какую-то тактику, возможно, что-то поменяем. А уже потом это будет чисто в темную игра. В общем, погнали считать. Есть, сразу. Да. Монтаж вставлять не стоит. Хорошая рыба была, Серег, между прочим. Причем жахнула в башку. Тебе в ту сторону удобно дергать или лучше в другую? Вообще неудобно. Я могу Нормально. туда кидать сейчас. Просто бульдога ответственнее дергать же, правильно? Что, контакт? Контакт. Есть! Вроде ничего, непонятно. Уже здесь на коротке. Ну, относительно коротке. Стас. Ты видишь ее? Вот, вижу. Хорошо. Чувак к нам приехал. Так, 10-я. Психологическая перед перерывом хотя бы.
малышка. Ровненькие, гладенькие. Да. На футбольном языке это буквально гол в раздевалку. Такая пухлая трешка. 10-я рыба, юбилейная. Надеюсь, еще сегодня пару юбилеев справим. Молодец. Итак, первый эпизод подходит к концу. Весьма сильно оторвавшись от преследователей, FHM Виноград Фишинг возглавляют таблицу, имея лучшие показатели во всех 3 номинациях. Но впереди еще часть первого игрового дня, и что-то подсказывает, что разборки еще не закончены. Очень плотные результаты по размеру самой крупной рыбы. Отмечу, что несмотря на всего 2 поимки, одна из самых крупных пойманных щук принадлежит Лорану и Дмитрию из команды Лука Митрич Тубити. В игре и хорошая щука рыбомании. Команде нужно любыми силами закрывать топ-5. Впрочем, никто так и не перешагнул метровую отметку, а такие амбиции не без оснований есть у каждой команды. Мы с вами уже знаем результаты, и сейчас такая же возможность единственный раз за турнир будет у команд. Предлагаю узнать, как прошел созвон между ними. Это команда «Рыбомания», Андрей Петерцов и Алексей Никишин. У нас самая крупная рыба 96 сантиметров, топ-5 305, поймано 4 рыбы. Оваций не видно, 305 не слышно. Или 405? 305. 4. Ага. Да, явно нам не аплодируют. Лех, не встретились с тобой, получается, сегодня? Чего? Всем привет, Александр Котов. Василий Сазанов. Итак, у нас самая крупная 78, топ-5 373, количество 57. А, стойте, мы строчку ошиблись. 7, не 57. Молодцы! Это круто. Молодцы. Я уж думал, вы на озере в Ленинградской области ошиблись, там, я не знаю. Там же ведь по 100 судаков, по 70 щук, это же... Так, стоп, а мы разве не судаков ловим? Ночных, да. Все, принял. Мы как раз в ночь собираемся еще ночного судака половить. Понятно. Все правильно. Вы задел на будущий год делаете, да? Да. Красавцы. На связи команда FPS Boss Родство, Антон Радковский, Сергей Колочков. У нас Big Fish 85, топ-5 85, одна рыба. Мы испытываем определенные сложности с подсечкой. Пока вот и с приманками немного не разобрались еще. А это так Может случайно быть, сама у вас вылетела, слишком да? холодно? Нет, у нас как раз, к сожалению, тепло. Понятно. Жалко, никто не называет, где кто ловит. Ну ладно. А мы в Сибири. Тогда мы в европейской части России. Но мы там же, где и в прошлом году. Ну понятно, молодцы, добрались. Жалко, рыбок не было красивых. Будут, может, еще. Кому жалко, кому Ну, хорошо. не больно жалко. Рыбы были, вот подняты на борт не были. А, да? Я же говорю, с подсечкой испытываем проблемы какие-то. С вываживанием. Затяните фрикцион. А вы дергать спиннингом пробовали или подсекаете катушкой? Самое главное, чтобы катушка стояла кверху. А как И это была подсекать? Мы же на троллинг мясорубочная ловим. катушка. Крутить к себе. Я на троллинг, Серега с плавной сетью. Сейчас У еще нас пару классика районов жралица. с плавнухой пройдем, и все нормально будет. Да, сетью трудно подсекать. Мы просто в местных уже перешли, поэтому с плавнухами. Шмель, давай жужжи. Друзья, Жу-жу-жу-жу. всем привет, мы команда FHM Виноград Фишинг. Стас Шмелев, Максим Аристов. Наш Big Fish 98, Фу, блин. топ-5 433, 10 рыб. А что-то мы 10-ю тут не записали. Да, это сильно. Макс, а ты на следующий сезон в Пале выступаешь?
Ну, пока планировал. Я тебя прокляну. Почему? Все, ты уже не то, что я прокляну, ты уже проклят. Лех, ни одной метровой рыбы, стыд и срам. Че ты? Действительно, действительно. Но у тебя еще все впереди. Ну, посмотрим. А у меня? Да, у Стаса 125 впереди, надеюсь. А ты кто? Кто у тебя там, Максим? Оператор, что ли, разговаривает или что? Да, оператор. А что у меня с днем рождения не поздравляете никто? У меня вчера день рождения был, юбилей, между прочим. Ну, я тебя вчера поздравил. Вот и да. Ну, ты-то прям совсем мужик. Ну, не наглей. Прошедшим. Нюхай, расти большой, не будь лапшой. Я знаю, какой подарок Стасу подарить. Топ-5 400 не переваливаем, больше 10 рыб не ловим. И больше 98 щук тоже в лодку не доставляем. Макс, я его так, вот его я не прокляну. Это мой подарок ему. А где же экипаж Майн Таргет? Или фрап? Как где? Кот, вот они поймали 100 судаков, я их проклял. Видишь, как это работает? Отвалились. Вы на самом деле недооцениваете силу моего проклятия. Всем привет, это экипаж Лука Митрич и Тубити. Стаса продолжаем, кстати, поздравлять. Не ловим, вообще не ловим, Стас. Будь здоров и счастлив. Спасибо, ну ловите. Зачем не ловить-то? Надо ловить. Олег Наларан и Рукавишников Дмитрий. У нас в количестве 2 рыбы только. Бигфиш 95 и 75. Это не бигфиш. Суммарный топ-2 170 сантиметров. Угу. Ловим на Чебоксарском водохранилище. Ничего не скрываем. Чебоксарка не дает. Да, не поздравили. Все, шутки кончились, походу. Да, конечно, что здесь пошутишь? С такими серьезными результатами. На вас была конечно, надежда, валить. что хоть вы поздравите по-нормальному. Ну да. Ну рано, кто так рано турнир начинает? Сейчас мы только с кровати вышли. Перекусим Тоже неплохо. и начнем. Всем пока. Пока-пока, у нас жерлиц стрельнул, пошли подсекать. Пока. Пока, удачи всем. Всем не хвоста, кроме Шмеля и Арестова. Блин, я уже отключил. Ничего страшного. Да, Зрители об этом увидят. Созвонились с ребятами, прошел созвон. Макс оторвался, конечно. Макс сильно оторвался, Одной да. хорошей рыбой мы можем поправить ситуацию, но просто сможем ли ее поймать, не сможем, это, конечно, большая загадка. Точки еще есть, мы идем по маршруту, как и говорили. Результатом мы так себе пока довольны. Ну, опять же, довольны, если бы не начинать, например, этот день. С учетом, как складывались там первый час-полтора, ну, результатом мы стали гораздо более довольны. Динамика была странная, очень много щуки было, но не клевачей, были сходы, поклевки, реально хороших рыб, но отсутствие поимок, да. В целом мы идем неплохо в игре. У нас пока что, скажем, 2-й результат. Но по бигфишу мы проваливаемся, и по топ-5 надо прибавлять. Но я думаю, можно сыграть по количеству. Да, у нас сейчас только все впереди, я считаю. По бигфишу я бы не сказал, что каких-то там монстров. Мы третьи, да. Монстров каких-то там ловят. Конечно, вот сибирские ребята, да, роста. Ну, у них, видишь, с посечками проблема. Не ожидал. Слишком я, большая рыба, наверное. Хотя, думаю, я сделал. Ну, не, они поймают. Ну, по количеству есть небольшие сложности. Слушай, ты предсказатель, а может ты порчу начнешь снимать уже? Начни сейчас просто уже. Это вечная тема. Я могу предсказывать результаты. Нет. В принципе, понятно, что жалко, что роста опять в Сибири, вроде как, да, же они Ну, вроде сказали. они говорят, да. Вроде у них там, ну, что-то сходы, как-то рыбу Ничего они не поймали, чтобы дотащили, немножко да. Макса подвинуть. Да, особо ничего Но может быть, пока не еще, поймали. может быть, еще успеют. Но Сибирь, она же очень быстро все может поменяться. Там буквально 2 по 121, как бы, да, в течение 20 минут, и все. Там достаточно. Задача не поменялась, нам надо поймать 5 рыб крупных, и очень важно выйти за 100 сантиметров, желательно несколько раз. Несмотря на то, что наш типа пока бигфиш, но этот бигфиш перебивается на любом из водоемов. Очень вообще легко. И 2-3 рыбы могут глобально перевернуть всю таблицу. Тем более мы слышали, ребята опять в Ханты-Мансийске. Были поклевки, сходы, видимо. Поклевки, сходы, да. Крупных рыб. Ситуация тоже у них такая сложная. Ну, значит, итог какой? Есть шанс забрать 3 балла за бигфиш, но его надо поднять в лодку. Его надо поднять в лодку.
Что ж. Короче, Стас, задача не поменялась. Тебе надо сегодня ловить 125 плюс. А тебя? Ну, я сотками можно добью? Хотя бы. Не, я с радостью, конечно. Ну, я думаю, даже каждый из нас будет рад, пофиг, кто поймает, ловит экипаж. Один там на крючок сажает, второй под саком ловит. То есть у Макса Аристова 10 штук, у нас 7. И как бы есть все шансы, за 10 точно перевалить. Но в идеале поймать штучек 15, и в принципе это будет вообще красота. Да. А если еще бахнем после того, как обкидаем типажные места крупными приманками, далее перейдем на джиг, на поролончик. Да, и там мы надеемся, если мы метровик бахнем, то как бы мы вообще нормально заедем уже, будем довольны. Не, понятно, топ-5 им догонять плохо, но вот хотя бы по бигфишу, а то так получается, что Макс как 9 палов, если он в первом... Да не-не, наши силы я расцениваю как нормальные. Ну, так слабенько, нормально. 96 неплохая рыбка у нас толстенькая клюнула. Ну, Мы да. хотели упор сделать на толстеньких, ну, хоть одна более-менее толстенькая попалась. Нам надо наверстывать и по размеру, самое главное по количеству. В принципе, если мы будем ловить таких рыб в среднем, то нормально. 75-95 это отличная рыба. Самое главное поймать 5, да, потому что по количеству у нас непонятно. Количество непонятно. То есть у нас нет ее в большом количестве, нет такой золотой точки, где ее прям можно лопатой грести. Но будем что-то собирать, добирать. Сейчас задача поймать 5 рыб, конечно. Любых 5 рыб. Чтобы у нас был топ-5. Потому что у нас пока топ-2. Поэтому задача не поменялась, надо поймать там минимум еще десяток рыб до конца первого дня. Минимум десяток рыб, чтобы претендовать на количество. Ладно, будем бороться. Что делать? Спасибо, что смотрели первый эпизод. На этом мы прощаемся со зрителями в первом эпизоде 3-го сезона Hot Spot Pike. С вами была команда Рыбомания, но это, конечно, было непросто и продолжается непросто, но суета в лодке продолжается. Рыба дается очень тяжело. У нас есть и досадные сходы, и досадные потери приманок. Но на тренировках все поклевки у нас были во второй половине дня, поэтому мы надеемся наверстать уже во втором эпизоде. На этом первая серия 3-го сезона Hot Spot Pike подходит к концу. Увидимся в следующей через неделю. Мы рады, что вы с нами, что за нас болеете. Мы прикладываем все свои усилия для того, чтобы сделать этот результат классным, крутым. И пообсуждаем наши великие планы. Тактику. Да. Может, покричим ей наконец. Постучим, да, постучим в воде. Пора ловить. Пора? Пора. Погнали? Погнали. Мы сейчас немножечко перекусим. И встретимся во втором эпизоде 3-го сезона. Давайте, до встречи, ребят. Надо два таймера. Хитро. У меня есть оранжевый. Может ли там кто-то раз... Антох, ты цвета нормально различаешь? Ты же у нас этот, как его, судья.